We're in Donetsk, the capital of the anti-Kiev controlled territory of the Donetsk People's Republic. And today we've just seen a press conference from Daria Morozova, the organizer of all of the prisoner of war exchanges, and as well 3 prisoners of war that were turned over by the Ukraine army. One was a 70-year-old man who was arrested while he was on a fishing trip. One was a young 23-year-old man, and one a former Ukraine army officer. So please subscribe now, like this video, vote and re-steam and share across all of your social networks, and see this press conference here with full English subtitles. Спасибо огромное, уважаемые журналисты. Значит, мы сделали большой шаг в прорыве наших годовых переговоров предыдущего года. Мы смогли все-таки добиться освобождения наших пленных. В первую очередь я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, также патриарха всей Руси Кирилла, которые все-таки смогли убедить украинскую сторону в том, что действительно нужно здесь принять это политическое решение и сделать этот жест, который, в принципе, мы могли еще сделать 1,5 года назад. Но, тем не менее, в результате 27 декабря наши ребята и женщины отчасти оказались дома. К сожалению, это не все, это был только первый этап обмена. Вы знаете, что следующий раунд переговоров был 18 января 2018 года. Там, значит, что происходило на самой рабочей группе, то есть мы обменялись мнениями о процессе. То есть со своей стороны Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика выполнили все взятые на себя обязательства в количественном режиме и в списочном режиме. То есть Донецкая Народная Республика передала 57 человек из 58 заявленных. 1 человек отказался, поскольку, по своим личным причинам. Все остальные были переданы на территорию Украины. По нашим, значит, договору был 207 человек. К сожалению, количество было уменьшено. По факту мы получили 160 человек. По остальным нам были предоставлены справки об освобождении, либо решения судов, либо акты помилования об амнистии, то, что люди изъявили желание остаться на территории Украины. Опять же, хочу подчеркнуть, люди не отказались от обмена. Люди, которые получили действительно официальное помилование, официальное, не люблю это слово, но тем не менее, процессуальное очищение, и которым уже правоохранительные органы Украины не имели никаких претензий, решили остаться на территории Украины по следующим причинам. У многих из них есть на подконтрольной Украине территории семьи, то есть, соответственно, приезжать в Донецк и начинать все заново, если, в принципе, там правоохранительные органы не имеют никаких претензий, люди изъявили желание участвовать в обмене, но остаться на подконтрольной Украине территории. Некоторую часть людей мы действительно смогли найти и убедиться в том, что они находятся у себя дома и никаких претензий, в принципе, к ним сейчас не предъявляют. Остальная часть людей до сих пор осталась неподтвержденная, но мне искренне хотелось бы верить, что эти люди все-таки находятся на свободе. Что касается второго этапа обмена. Значит, из предыдущего, вы знаете, что украинская сторона четко делит людей на категории, чего не делает Донецкая Народная Республика. Категории такие, как особо тяжкие статьи и не связанные с антитеррористической операцией. Предыдущий обмен 27 декабря доказал, что это на самом деле не подлежит реальности, поскольку в списки попали те люди, которые раньше относились к категории не АТО, не связанные с антитеррористической операцией, и попали те люди, которые обвинялись по особо тяжким статьям. Поэтому я не вижу никаких препятствий в скором времени произвести второй этап обмена. Тем более, что мы к нему уже полностью готовы. Спасибо. Я хочу сейчас передать слово нашим уважаемым освобожденным, а потом, пожалуйста, вопросы. Пользуясь случаем, поприветствую вас всех. Объясню вам, вкратце объясню, как я был задержан. Был задержан на блокпосту Гнутов. Сразу никаких подозрений, ничего, все с вами хотят побеседовать. Я думаю, буду в безопасности.
И буквально через минут 20 вывезли меня в город Мариуполь, вот, и начали там задавать вопросы. Такие вот, что я как бы частный предприниматель, и почему я зарегистрировался в Донецкой Народной Республике, как плательщик налогов, почему я открываю счет, и вот это вот так вот. В этом меня и обвинили. В том, что я как частный предприниматель зарегистрировался в ДНР, платил налоги в ДНР. Вот. То есть поддерживаете Да. террористическую? Да, я поддерживаю. Вот, вопросы такие провокационные задавали. Ну, я как-то на них не обращал внимания. Почему? Потому что я не думал, даже мысли у меня такого не было, что действительно за это могут человека задержать. Оказывается, тот, кто платит даже налоги, тот, кто платит коммунальные услуги для Украины, уже как бы как преступник. Финансирование терроризма. Финансирование, да. И вот по этим вот статьям. Когда вас задержали и что с вами делали? Ну, меня задержали 11 июня. Вот. Могли они только как-то унизить меня словесно. Вот. Типа я там такой-то, такой-то. Вот. Но физически ко мне никто не применял никакой силы. В силу того, что мне 70 лет. Вот. Поэтому вот, за Если я, кстати, я не ошибаюсь, 70-летие вы тоже встретили. Да, 70-летие я встретил уже в Днепропетровской тюрьме. Сначала в Мариуполе в СИЗО, а потом почему-то они решили, что в Мариуполе как-то так некомфортно было себя чувствовать. И потому что у меня уже появился защитник, потому что появились уже все защитные организации. Он по правам человека, международный комитет и красных прочее, прочее. Поэтому они решили меня подальше отправить меня в город Днепропетровск. Ну, сами понимаете, что тюрьма это самая отвратительная мысль, это такое место, где вообще нормальному человеку там нельзя находиться. Вот. Содержали нас вместе с уголовником. Не там, не по каким-то там политическим соображениям, вместе с уголовником. Ну, все там наркоманы, все там воры, убийцы и прочее, прочее. Вот. Ну, никто не там меня. Вы считаете, законным было то, что вас задержали? Я считаю, что это все незаконно. Это просто вопиющий, ну это просто случай какой-то. Я даже не знал, и мысли у меня такого не было, что такое может быть. Ну как это так? Я всю жизнь работал на благо Украины, на благо украинского народа. Вот. И как бы в одночасье я преступник, я не. Почему? Потому что живу только на этой территории, где все мои родственники. Я люблю Донбасс. Но это просто невообразимый такой случай. Я считаю, что это все было незаконно. Почему? Потому что по всем вот этим вот показателям, по всем тем условиям, которые там, по всем тем делам, которые мне вменили, что я такой, это вообще от 8 до 15 лет статья, это вообще это кошмарно. Это просто кошмарно. Также я хочу одну секундочку добавить. Вот сейчас прозвучала фраза о том, что да, действительно, к сожалению, на украинской территории всех задержанных, которые, в принципе, из категории нормальных людей, да, не преступников, содержат в камере с преступниками общего уголовного характера. В свою очередь, все наши пленные, которые были задержаны у нас, содержались в отдельном блоке, ни в коем случае не контактировали с другими уголовниками, чтобы не нарушалась психика и так далее. То есть в этом плане мы даже в этом плане мы свои обязательства полностью выполнили. И, кстати, в будущем мы будем требовать от украинской стороны то же самое, чтобы все-таки те задержанные, которые задерживаются по политическим статьям, там, пенсионеры, женщины и так далее, не содержались в общих камерах. Вопросы есть? Иван Михайлович, можно вопрос? Да, Насколько мне известно, у вас отобрали имущество при задержании, да? Да, Недвижимое. Расскажите, Да. пожалуйста, об этом. И по поводу дела. Отобрали имущество, ну как бы их больше интересовала материальная сторона. Есть ли у меня какая недвижимость, есть ли у меня что-то вот такое вот. Почему? Потому что вопросы были
совершенно другого характера. Вот. Забрали, действительно, водительское удостоверение. ВАЗ-21, 063 автомобиль забрали. Понравился им очень. Я не знаю, это вроде металлолома такой. Вот, понравился им. Забрали за водительское удостоверение, я говорил, тяжело сейчас восстановить, но восстановлю все это. Вот. Пенсионное забрали, карточку пенсионную забрали. Мне не нужна та пенсия. Я в жизни даже не хочу и думать теперь, как это так. Лишить человека сразу всего, то, что я считаю, что Украина вот в таком темпе, она далеко не пойдет. Просто она обречена будет на другие, на возмущаться. Скажите, пожалуйста, при задержании у вас вымогали деньги или нет? Вы знаете, намеки были, но конкретно так, чтобы... Вот почему, Иван Михайлович, вы молчите? Вот почему, Иван Михайлович, вы молчите? Ничего не говорите. А что я могу сказать? Я ж, с собой у меня немного денег было, там какие-то... Вот, они даже написали, что были деньги, похожие на денежные знаки. Да, но они вот так. И ключи от квартиры забрали. Нужна им эта квартира, которая в Донецке? Я не знаю. Вот. Ну пусть приедут, попробуют забрать, как говорится. Еще у меня такой вопрос. Вам вернули документы? Что из документов вам вернули? С документов мне вернули только паспорт. И все. Справки об освобождении. Как вас освободили? Вам была поменена мера пресечения, Да, либо акт? Да. Под Мера домашний арест? пресечения, под домашний арест. То есть с 27 числа я буду находиться уже в розыске. Я сейчас это объясню. Значит, некоторых пленных, да, действительно освободили они попали под акты помилования. Это те пленные, которые были осуждены. Те, которые были на судебном рассмотрении, либо на досудебном следствии, им поменяли меру пресечения под домашний арест. Что означает? Как только люди 27 декабря переехали за линию разграничения, автоматически они уже не могут вернуться, многие из них, отметиться в том РОВД, где это нужно, и возбужденное дело, вернее, приостановлено возбужденное дело будет заново открыто. Более того, я разговаривала со многими пленными, и ребята, в принципе, готовы были бы ехать, отмечаться, ехать, судиться с ними дальше, то есть доказывать свою правоту, но проблема в другом. Почему я спросила за документы? Многим из освобожденных не вернули документы, удостоверяющие личность. То есть даже если человек и хочет выехать на территорию Украины, чтобы доказать, либо закрыть все свои правовые вопросы на той территории, они это не могут сделать физически. Соответственно, как только первая отметка у вас, я так понимаю, должна была быть через месяц, как только первая отметка будет нарушена, приостановлено уголовное дело будет заново возбуждено. Вам спасибо огромное. Вам всем спасибо. Все хорошо. Освободили. Огромное человеческое спасибо. Просто. Это все. Я приеду. Все хорошо. Спасибо. Все. Пожалуйста. Вопросы есть, может быть, какие-то еще? Есть вопросы? Давайте спрашивать. Здравствуйте все. Я Дмитрий Андрей Андреевич, сам я из города Одесса. После событий 2 мая я решил принять решение и поехал в Донецк помогать бороться против беспредела, который происходит сейчас на территории Украины. Прослужил год, после этого поехал к семье в Приднестровье. На территории Молдавии был задержан молдавскими спецслужбами и незаконно передан СБУ на территории Молдавии, и они меня провезли уже в Украину. Содержался год на Одесском СИЗО, был осужден на 12 лет и отправлен на Западную Украину, город Драгобыч, отбывать наказание на открытой зоне. То есть удовольствия мало, я вам скажу вот так. Вкратце, Что сами делали? Как вас задержали? меня когда задержали, про такие вещи не рассказывают, потому что это страшно, я не хочу никого травмировать. На меня оказывали полное психологическое, физическое воздействие. Поступали угрозы в адрес всего святого, что есть в жизни каждого нормального человека. Есть вопросы? Давайте вопрос к коллеге. Если вы давайте перейдем к
пожалуйста, Андрей. Вот мы только что слышали историю вашего другого товарища. Его отпустили, просто сменив меру пресечения. Я помиловал, если вы про это. Да. Мне подписали акт помилования и отвезли на армию. И что сейчас с вами, с вашими родными? Они находятся на территории Украины? Если да, то каким-то образом? Все, я поняла. Значит, исходя из тех заявлений, которые происходят от украинской стороны Минска, то есть те люди, которые имеют на руках акт помилования, к ним, в принципе, украинские спецслужбы больше претензий не имеют. По практике я вам пока ничего сказать не могу, потому что практика эта велась только совершенно недавно. Значит, для того, чтобы президент Украины помиловал тех осужденных, которые уже были на тот момент, они писали прошение на господина Порошенко для того, чтобы он их помиловал. Также хочу напомнить о том, что с нашей стороны было тоже сделано то же самое. 22 человека написали прошение на Александра Владимировича Захарченко с просьбой помиловать и простить, что наш глава с гуманным соображением сделал. Всем добрый день, меня зовут Волков Евгений Геннадьевич. Я бывший украинский офицер, или офицер бывшей украинской армии, так, наверное, сказать правильно. Воочию наблюдал, я штурмонаведение, наблюдал, как в 2014 году украинская авиация наносила, нет, не наносила, они выполняли, так сказать, боевую задачу, как они утверждали. Ну, естественно, боевая задача состояла, наверное, в том, чтобы бомбить города, села. Ну, в 2014 году принял решение не участвовать в этом всем и попытался уехать в Донецк. Ну, естественно, не без помощи СБУ был задержан в городе Запорожье. Также поступали и в сторону семьи угрозы. Вот, если я, так сказать, не буду рассказывать то, что им надо. Ну, естественно, применялось физическое, психологическое давление. В 2014 году, 4 сентября, я был задержан, был посажен в СИЗО, просидел 1,5 года в СИЗО. Полгода менялись камеры, переводили с камеры в камеру. Естественно, мне был специально подобран контингент, который провоцировал и пытался какими-то способами, ну, унизить или еще что-то. В 2016 году был осужден на 12 лет и переведен в колонию в город Драгуч. Тоже круто. Да. Все спасибо. Телеканал Юнион, Елена Соколова. У меня вопрос ко всем освобожденным. Что вы после пережитого будете делать в дальнейшем? В какую сторону будете строить свою дальнейшую судьбу? Разрешите, да? Давайте. И у меня в планах начать новую жизнь, то есть поступить в университет заочно, получить еще гражданскую специальность и дальше жить и работать. Еще вопросы? Ну, давайте здесь уже ответим. Во всем Нет, дальше такие же дальнейшие планы: получить образование, устроиться тут на работу, жить, помогать восстановлению Донбасса, потому что я благодарен ему и народу за выбор, который они сделали, что они поставили, ну, получили страдания, но они не предали нашу историю и наши идеалы. Вот так. Андрей Андреевич, простите, а сколько вам лет, если не секрет? 24. Спасибо. Ну, могу сказать, что Донбасс я никогда не предам. Как работал, так и буду работать. Закатим рукава, будем платить налоги. Будем все делать для того, чтобы Донбасс процвел. Больше мне просто и благодарить всегда тех, кто
что нас вытащили. Просто я не могу другого слова даже сказать. Что нас освободили от этого рабства, от того рабства. Это действительно, это нехорошее место. И надо, конечно, забыть все, как страшно. И все. Ну, в принципе, вот так. Вы правильно сказали, нам нужно закатить рукава и строить нашу будущую историю для того, чтобы мы никогда не оказались в той ситуации, которая сейчас оказалась в Украине. Вот. Есть еще вопросы? Неудобный вопрос, Аня. Можно я отвечу? Моя семья завтра. Семья одна здесь вот в зале стоит за вами, а остальные давайте мы оставим. Хорошо, этот вопрос. Телеканал Москва. К Андрею Андреевичу большой вопрос. Вы говорили, план физическое воздействие применяли. Фиксировали ли службы ОБСЕ, Красного Креста, ООН? Нет, не фиксировали. Приезжали ли к вам вообще, они были ли? Да, они ко мне приезжали, раз в год Красный Крест приезжает, объезжает всех нас, проверяет, как наше состояние. Но в момент, когда меня задержали, потом через 3 дня меня привезли на ИВС. На ИВС, ну, как вы знаете, по закону осматривают тела, Конечно. которые привели. Ну, Дела физическое да, состояние. да, физическое состояние тела, да. Ну, сделали, закрыли глаза про все. То есть на теле не было живых мест. Вот так. Или вы хотите еще какие-то подробности? Нет, Я же не буду подробности нет. рассказывать, Нет, как само это все. отношение международных организаций, насколько они Международная организация, защищают ваши права, когда вообще права граждан, которые находятся в пенитенциарном. ну, я благодарен Красному Кресту, что они занимаются этим. Хотелось бы, конечно, чтобы они активнее это все мониторили, всю ситуацию. Ну, как есть. А на судебных заседаниях? На судебных у меня не присутствовало никого. То есть не было ни, хоть и про дело писали, и про мое задержание, но никому, по всей видимости, не было интересно или что. Иван Михайлович, я знаю, что у вас на суде присутствовали. Да. Свидетели. Но насколько там дело было сфабриковано за 2 дня? Дело было, да буквально, оно не за 2 дня, за 2 часа было все сфабриковано. Я же и говорю, что больше интересовала материальная сторона, мое материальное состояние, как, что у меня в Донецке, как у меня в Донецке, есть ли у меня недвижимость, есть ли у меня недвижимость, там и прочее. Хотя об этом они потом мне и говорили, что вот у вас вот есть там помещение, вот у вас есть там автомобиль, еще у вас есть квартира, там и прочее. Вот такие провокационные вопросы. Ну, прямо, никто же прямо не станет, что заплати деньги, и мы тебя отпустим. Хотя это у них, это у них просто Это нормально. разработка. Это нормально. Дарья, хотел я добавить по поводу имущества. Спецслужбы Украины занимаются зачастую тем, что отжимают имущество, недвижимость у людей, которых задерживают. Большинство, очень многие люди, я думаю, вы знаете, конечно, все дела, их задержание, их аресты по причине того, что у них есть что-то забрать. И они не смогут потом себя защитить свои Да, права. действительно, есть такая манипуляционная схема, она появилась буквально где-то, если я не ошибаюсь, года-полтора назад. То есть вот эти вот пенсионеры, люди, которые за соцвыплатами выезжают, либо действительно там по бизнесу и так далее, их задержат действительно и для собственной выгоды. То есть такие маячки уже начали приходить, мы тоже обращаемся по этому поводу в международные организации, в основном в ООН по правам человека. То есть они в каких-то случаях, да, они начинают мониторить людей, отпускают, в каких-то случаях, если есть хотя бы под что-то где-то зацепиться, как в случае, что все-таки плательщик налогов в Донецке, тогда они оставляют, то есть не решается вопрос, но тем не менее много людей, даже я вам могу сказать больше моих личных знакомых, которые выезжали на территорию Украины, которые есть что-то в финансовом плане,
При задержке просто сразу отгублялись. То есть поэтому только были не задержаны. Опять же, про пенсии и так далее, я думаю, это тоже распространенная тема, когда человек, допустим, заезжает за пенсией, его не арестовывают, но как только он выезжает, зная о том, что он 3 часа назад или там 4 часа назад выехал за пенсионной выплатой, его почему-то задерживают, соответственно, этого человека могут отпустить там через энное количество времени, но, соответственно, уже без пенсии. У меня вопрос, можно? У меня вопрос и к вам, и к Дарье Васильевне. Помимо международных правозащитных организаций в Украине еще и существует тоже Институт по правам человека. Есть Валерия Лутковская, которая тоже якобы обязана следить за тем, каким образом содержатся в том числе и те люди, которые задерживаются по 258. Скажите, пожалуйста, вопрос у меня. Какую-то вообще работу Института по правам человека в Украине вы ощущали, хоть кто-то хоть раз когда-то к вам, и каким образом, возможно, Дарья Васильевна, вы с ними сотрудничаете? У меня вопрос. Вас Валерия Владимировна, либо с ее офиса хотя бы раз кто-то посещал? Нет, ни разу. Значит, да, действительно, с Валерией Владимировной Лутковской мы работаем напрямую, тем не менее, она как эксперт в последнее время начала ездить в Минск, и некоторые вопросы мы действительно по тем задержаниям, по пыткам, по избиениям, по вот таким вот материалам, когда присутствует финансовый план, мы не только сообщаем международной организации, а и пишем официальное письмо на Валерию Владимировну Лутковскую. В тех случаях, их было немного, но тем не менее в тех случаях, где были написаны официальные письма, ответные письма, я не могу, будет некрасиво сказать, с отчетом, но с интервью тех людей, которых мы попросили проговорить с ними, были как бы присланы. И ситуация, в некоторых случаях, конечно, меняется. То есть те, кто обращаются, мы стараемся все равно дублировать. Вот, допустим, я не буду говорить, вчера еще один человек был освобожден, но тем не менее, как плюс и остальные, кто освободили, многим нужна очень серьезная медицинская помощь, но, к сожалению, не были возвращены медицинские карты. Вы представляете, для наших медиков, сколько сейчас и для самих ребят, женщин, сколько нужно пройти сейчас инстанции, чтобы собрать опять эпикризы, диагнозы и так далее. То есть, соответственно, мы просим, чтобы хотя бы, то есть не официально, как я имею в виду, не официально, не саму карту, но хотя бы сканированную либо сфотографированную на телефон, чтобы уменьшить работу нашим медикам и в первую очередь снизить все-таки вот те муки прохождения наших ребят, все эти инстанции, то есть все-таки выслать нам для улучшения ситуации. А можно еще? Вот эту женщину, которую вчера обменяли... Я не могу пока об этом Нет, говорить. я не об этом хотела спросить. Ее не обменяли, пока мы забрали, освободили. Да, я хотела узнать, а ребенка, она, насколько я знаю, у нее маленький ребенок. Неудобно мне ситуацию ставить на самом деле. Давайте по этому случаю я выскажусь потом отдельно. Хорошо? Еще вопросы есть? Можно еще один комментарий? Дарья Васильевна, вопрос к вам. Смотрите, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла так называемый закон о деоккупации, в котором она не признала ни Донецкую, ни Луганскую народные республики террористическими организациями. Точно так же ни одна международная организация, ни одно государство не признали нас террористическими организациями. Тем не менее, начиная с 2014 года в отношении практически всех пленных возбуждается уголовное дело по 258.3, это как раз содействие террористическим организациям. То есть фактически это правовая коллизия. Скажите, пожалуйста, каким-то образом будет вообще, это тяжкое преступление от 8 до 15, это то, о чем говорит... Леночка, вы сами были когда-то задержаны. Так точно. Это то, о чем говорит как раз Украина, что это не просто, это преступники, которые совершили тяжкое преступление. На самом деле, по факту, это не так. Будет ли государство Донецкая Народная Республика, возможно, совместно с Луганской Народной Республикой, поднимать этот вопрос, чтобы переквалифицировать эти статьи, чтобы снимать это обвинение в тяжких преступлениях? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, в любом случае я с вами полностью согласна. Оценку конфликтам во всем мире дает такая международная организация, как Международный комитет Красного Креста. И Международный комитет Красного Креста еще в 2014 году дал заключение нашему конфликту.